После того, как наш самолет приземлился в Ташкенте, мы отправились на такси до границы с Таджикистаном и оттуда уже в Ходжанд. Это второй по величине и значимости город страны, и он находится в северной ее части. Там я остановилась у моей двоюродной сестры. Мы прекрасно с ней провели вечер, погуляли, поболтали, сходили в кондитерскую, в которой попробовали невероятно вкусные десерты и вернулись домой, чтобы сделать масочки и посмотреть YouTube. Далее я отправилась в родной город своих родителей, и это было полностью моей инициативой, и впервые в своей жизни я отправилась туда без них. С вами монтирующая Манижа, и я расскажу немножко о том, почему я боялась возвращаться в этот город в течение около 7 лет. Мои родители сформировались в совершенно иных условиях, обстоятельствах и в иное время. И мне, как подростку, чье становление прошло в России, и чьи убеждения, ценности отличались от тех, которых придерживались мои родители, было сложно найти с ними общий язык. Я начала ссылаться на то, что это все вина социума, в котором выросли мои родители, и этот социум, соответственно, социум Шайдана и все эти стереотипы, которые были придуманы людьми, которые там живут. И хоть в детстве у меня были прекрасные волшебные воспоминания, связанные с этим городом, я начала испытывать искреннюю какую-то ненависть, отторжение, мысли о том, что мне нужно туда вернуться. Вот. И это для меня ощущалось как проигрыш после всех тех конфликтов, которые у меня были с родителями, признание того, что они всегда были правы, и их позиция является истинно верной. Но сейчас, как человек, у которого есть какая-никакая внутренняя опора, я понимаю, что это, иллюзия. Поэтому, наверное, эта поездка олицетворяет для меня какую-то зрелость и отказ от бессмысленной борьбы. А еще во время этой поездки я наконец-то встретилась с очень и очень близким моему сердцу человеком, с моей двоюродной сестрой, с которой мы буквально вместе выросли и рука об руку проходили через все очень важные этапы нашей жизни, и с которой, к сожалению, нас разделило расстояние. Ну а далее мы отправились в столицу.
честь свадьбы одного из моих двоюродных братьев был снят большой коттедж, куда съехались почти все мои родственники, поэтому следующие 3 дня я провела в их кругу. У нас было очень много, и это, с одной стороны, супер весело, но с девочками нам пришлось знатно попотеть, потому что при каждом приеме пищи мы накрывали, убирали со стола и мыли горы посуды. В любом случае, я старалась смотреть на позитивную сторону и получить максимальный кайф от этого экспириенса. После свадьбы еще где-то пару дней мы отдыхали вместе с моими двоюродными братьями и сестрами. 저의 건물 속에 밤새 노선 노스car 고른 잠에 어디 외쳐나 flipping much Fridays pancakes 너 샤라스 날 도망가 여길 벗어나 Cause 우리는 꿈꿔 지쳐 나의 맘 달려뿐 전기라 콜라 채워 얼른 밟아 그대로 이 자리를 떠지는 집은 줘 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 나도 지나긴 on day to night right we're on a joyride عاشقی دو زلفی پریشان دستم میدونی یا نه دلبرم عاشق دستم میدونی یا نه عاشقی دو زلفی پریشان دستم Ну что ж, это видео подходит к концу. После возвращения в Россию я, конечно, еще долго не могла дойти от этой насыщенной недели, но я безумно благодарна этой поездке за то, что она позволила мне соприкоснуться с еще одной немаловажной частью моей идентичности таким прекрасным образом.